зовут Боб, и это канал о всяких вкусняшках. Так, мне, правда, еще не дают вести этот канал, но чтобы вы знали, это все готовлю я моими в общем, моими силами. Вы подписывайтесь, ставьте лайки, а я пошел, пока меня тут не застукали. Ну что, друзья, перед Новым годом хочется приготовить какой-то очень вкусный, простой и быстрый тортик. Сегодня я приготовлю такой шоколадный тортик, небольшой, но внутри будет и вишенка. Это будет торт на заказ моим клиентам, но вы будете свидетелем всего процесса. Готовится он максимально просто, быстро, он очень вкусный, надеюсь, рецепт вам тоже понравится. Для этого рецепта мне понадобится для бисквита сначала 50 грамм муки, 2 яйца, пол чайной ложки разрыхлителя, 20 миллилитров воды комнатной температуры и 60 грамм сахара и 10 грамм еще какао. Ну что, начинаем готовить. Муку смешаю с разрыхлителем, мне нужно пол чайной ложечки, и какао. И просто все хорошо перемешаю. Вообще рекомендуется сухие продукты смешивать сразу и отдельно, а потом постепенно добавлять уже в жидкие. Далее к яйцам добавляю щепотку сольки и сахар. Солька для баланса вкуса и взбиваю минут 5. Вот так вот солька. Посмотрите, друзья, у меня уже хорошо яйца с сахаром взбились, и когда след от венчика, вот, когда вот так вот капает струя вот этих взбитых яиц, оно оставляет такую вот след. Я взбивала 6 минут. Если бы у меня было здесь, допустим, 4 яйца, я бы взбивала где-то, если яйца с сахаром вместе, то есть яйца, белок с желтком вместе сразу же и с сахаром взбивается, лучше, конечно, минут 8-9 даже вот так вот взбивать. Дальше, друзья, к этому тесту я добавляю воду, температура должна быть комнатная, воды. Все, вливаю сюда 20 миллилитров. Все, и взбиваю. Перемешиваю венчиком на небольших оборотах. Все, друзья, теперь я выключаю полностью миксер, убираю венчики и буду добавлять сухие ингредиенты, то есть это мука, какао и разрыхлитель, и буду уже венчиком вымешивать. Какао любит комковаться, поэтому, друзья, не забываем просеивать через ситечко уже смешанные сухие продукты. Даже если вы муку уже просеяли, то лучше не рисковать и не играть с какао. Так, кстати, не будем играть с природой и с химическими реакциями. И все. Вот видите, друзья, уже какие комочки получились. Духовку я советую вам уже включить на разогрев 200 градусов. Вообще буду выпекать при температуре 180 градусов Цельсия. Но разогреваю я всегда ее, ставлю на большую температуру, чтобы она быстрее прокалилась и все было у нее окейушки. И вот так вот, друзья, вот вращающимися аккуратненькими движениями вымешиваем. Недолго, видите, я не сокращаю видео, вы видите, насколько недолго нужно вымешивать тесто.
И уже комочечки. Да, если вы не будете, вот если вы скажете, а если не надо, вот, допустим, вымешивать, просеивать, то есть какао через ситечко и какие-то оно просто в бисквите может не раствориться и останется этими же комочками. То есть просто будет в выпечке при разрезе не очень красиво. Особенно, ну, мы практически всегда, правильно, готовим тортики на какие-то праздники, кто-то из девочек на заказ. Вот, поэтому лучше не рисковать, тем более, представьте, вы готовите, как я вот сейчас, людям, клиенту на заказ. Все, друзья, я теперь еще соберу лопаткой по краям, и все. Вот представьте, вы готовите на заказ, да, человек разрезает, а там комочек. Ну, некрасиво, неприятно, да и так не надо, поэтому всегда просеиваем. Все, прохожусь лопаткой по краям, по стенкам чаши. Вот так вот. Видно не промесики, которые венчик не может захватить. Ну, ничего, я так вот немножечко лопаткой. Все, друзья, готово тесто. Я его перекладываю. Значит, форму можно взять 16-17 сантиметров на такое количество яиц. Я взяла, у меня форма просто 17,5. И плюс я еще буду делать начинку вишневую, поэтому тортик все-таки немножко поднимется за счет этой начинки. Вот, если вы просто без всякой, просто крем и бисквитики, то можно, знаете, друзья, попробовать даже на такое количество яиц, не 17, ни в коем случае не 18, они тогда плоские будут более. А попробуйте, пожалуйста, там, допустим, 16 сантиметров, 16-17. В общем, форма у меня 17,5 сантиметров. Выливаю я полностью. Выпекаться такой бисквит у меня будет примерно 20-30 минут. Значит, температура выпечки 180 градусов, время выпечки примерно 20-30 минут до сухой зубочистки. Теперь, друзья, покажу вам рецепт вкуснейшего вишневого конфи, которое можно использовать в разные торты в виде в серединке как бы начинки. Что нам для этого потребуется? 300, это я даю классический базовый рецепт, то есть он подойдет для торта и на 2 килограмма, допустим, для более большого. То есть если у меня он останется, поверьте, не пропадет такая прелесть от этого конфи. Значит, 300 грамм замороженной вишни, добавляю к ней 100 грамм сахара. Кстати, все это я делаю, пока выпекается мой бисквит. Мы вообще терять времени не будем. Тортик готовится максимально просто, быстро, даже несмотря на то, что мы его как бы усложнили вот этим конфи. Так, 100 грамм. И все, быстренько-быстренько отправляю вариться на небольшом огне, жду, пока растает вишня, потом буду перемешивать. То есть нужно добиться, чтобы вишенка растаяла, это все перемешиваем мы, растаяла, сахар растаял и консистенция закипела. Когда она закипит, варим еще примерно 1-2 минуты. Пока варивается наша вишня, тает сахар, я беру 30 мл воды, к нему добавляю кукурузный крахмал. 1,5 столовой ложки мне нужно будет кукурузного крахмала. Добавляю сразу в водичку и перемешиваю. Это все мы, конечно, готовим заранее, чтобы не тратить, не терять времени. И когда вишенка у нас закипит и проварится, сразу добавим туда кукурузный крахмал. Вишня хорошо прокипела. Теперь я добавляю 1 чайную ложку лимонного сока и выливаю сюда крахмал. И хорошо перемешиваю. Огонь минимальный. Перемешиваю до загустения. Это примерно 2 минуты. Когда загустеет масса, закипит, выключаю. Вот, друзья, посмотрите, она на глазах становится гуще. Это работает крахмал. Теперь даю конфи остыть, и когда оно остынет, переложу его в кондитерский мешок. Возможно, не переложу. Посмотрим. Главное его сейчас накрыть, немножечко остынет, потом накрываю пищевой пленкой, чтобы не заветрилось, и продолжаю готовку. Нам осталось приготовить крем. 120 мл холодных сливок. Я буду сейчас взбивать на средних оборотах миксера
до практически плотного состояния. В таких емкостях намного удобнее взбивать. Она, во-первых, более узкая, более высокая. То есть в такой посуде сливки взбиваются гораздо быстрее. Она может быть не сильно, знаете, красива, но она очень практична. Так что рекомендую, друзья. Вот посмотрите, друзья, ну, взбилась очень быстро. Если бы я бы взбивала в какой-нибудь миске, знаете, красивой, но широкой, я бы еще взбивала и взбивала и взбивала. Все, друзья, теперь к ним добавляю 50 грамм сахарной пудры. И 250 грамм маскарпоне или любого другого сливочного сыра. Как он приятно открывается. Слышите этот звук? Это звук вкуснятины. Вот такой он красавчик у нас. Сразу добавляю сюда же. Оп. И взбиваю. Маскарпоне отлично взбивается, очень быстро, но его легко перевзбить. Поэтому я его взбиваю не больше 1 минуты. До минуты. Поехали. В общем, друзья, не сокращала видео, я примерно так в уме считала, полминуты, 30 секунд. Может, конечно, когда буду монтировать видео, увижу там другое время, ну, примерно. Посмотрите, полминуты, плюс-минус 2-3 секунды. Полминуты, друзья, идеальный крем. Ну что, у меня все готово для сборки торта. Бисквитик мой идеально испекся. Я прохожусь быстренько по бокам. Так, я вам быстро покажу. Я уже много раз показывала, как достаю бисквиты. Он остыл. Он постоял минут 10 без духовки. Переворачиваю, друзья. Открываю. Все. Прекрасно, идеально, хорошо, красиво и вкусно. Значит, друзья, мой коронный бисквит, он всегда получается, вот посмотрите, диаметр 17,5 сантиметров на 2 яйца. Друзья, посмотрите, какая красивая высота. Сейчас я еще немножко подожду, когда он остынет, и буду разрезать его на коржи. Ну что, друзья, я для удобства поместила половину крема в кондитерский мешок. Чуть-чуточку вот так вот отсажу сейчас его сюда, чтобы хорошо зафиксировать бисквит. И выкладываю первый коржик. Первый коржичек. Оп. И пропитка. Пропитка у меня вода, сахар. Можно любой брать сироп, какой вы любите. Можно пропитывать сливками, можно молоком, можно вишневым сиропом. Аккуратненько пропитываю. Теперь делаю вот так вот. И разравниваю. Далее, друзья, делаю вот кое-что. Делаю бортик из этого крема. Вот так.
середину выкладываю конфи, половинку. И разравниваю тоже. Пропитка. То есть накрываю коржом и делаю пропитку. Наношу вторую часть крема. И растираю его. Разравниваю крем. После этого делаю бортик с крема. В середину конфи. Сверху накрываю коржом. Чтобы верх торта был максимально ровный, я беру донышко бисквита, вот так вот накрываю. И, конечно же, придавливаю немножечко. Можно, друзья, его одеть в кольцо. Но, знаете, друзья, один из минусов, когда подгоняет клиент, когда он меняет график, что торт не успевает просто физически настояться, это большой риск. Или же когда вот я не держала коржи, то есть как бы это из минусов работы с клиентами. То есть клиенту все равно он не понимает, а вы понимаете, насколько это тяжело. Один клиент, знаете, у меня сказал: вы что, уже начали готовить? То есть, как бы ему надо на завтра, на утро, и он считает, что за один вечер можно сделать торт на заказ. То есть, друзья, поймите, сначала надо бисквит хотя бы, чтобы несколько часов в холодильнике он настоялся, потом его надо собрать. А если это лето, чтобы он не покосился, собранный торт должен настояться, ну, я вам советую 8 часов. Я вам когда-то рассказывала, у меня было 5 или 4 часа, вообще поплыл. Я его пришлось достаивать, чтобы было вот это в сумме 8 часов, понимаете, друзья? И только тогда, так, пропитка, и только тогда он стоял. А потом мы еще выравниваем, выравнивание тоже занимает время, несколько часов каждое выравнивание. Торт должен хорошо вообще стабилизироваться. Я уже молчу за декор, если вам его надо делать. Там какие-то вообще декор, там это вообще отдельная тема, смотря что кто хочет. Когда-то у меня запросили с пряниками, то вообще там, конечно, было дня 3 бессонных ночей полностью. Так что, друзья, это вообще, я, конечно, это, знаете, можно сказать, одна из моих ошибок, что я сказала, ну, да, хорошо, постараюсь. Вот. Ну, а минус того, что придется этот тортик уже мне прямо сейчас его выравнивать, украшать, ну, потому что нету времени на стабилизацию.